Седой туман лениво перетекал через гребни скал, цепляясь за верхушки столетних елей. Здесь, в самой глубине лесного массива, где вмешательство человека было редким гостем, царил свой суровый порядок. Хозяином этих мест был старый медведь по кличке Бурый, огромный зверь с густой отливающей бронзой шерстью и взглядом, в котором читалась мудрость многих прожитых зим. В то утро Бурый пробирался по высокому скалистому карнизу. Его путь лежал к малинникам, скрытым в низине. Медведь двигался уверенно. Его мощные лапы мягко ступали по каменистой почве. Но горы переменчивы. Под слоем земли и мха скрывалась пустота, старый вымытый ливнями грот. В одно мгновение мир Бурого перевернулся. Раздался глухой треск, земля под передними лапами просела, и огромная туша весом в 300 килограммов покатилась вниз по крутому склону. Медведь пытался зацепиться когтями за выступы, вырывал с корнем молодые деревца, но инерция была слишком велика. С грохотом и облаком пыли он рухнул на узкий каменный уступ, окруженный отвесными стенами. Оглушенный падением, зверь поднялся. Боль в задней лапе отозвалась резким импульсом, но инстинкт самосохранения гнал его вверх. Бурый предпринял первую попытку вскарабкаться. Он вонзал когти в крошащийся сланец, подтягивался, но каждый раз, когда до края оставалось всего пару метров, порода не выдерживала, и он соскальзывал вниз, обдирая живот о камни. Силы медленно покидали его. Он сел на дно ловушки, тяжело дыша, и его гортанный рокот, полный отчаяния, разнесся по ущелью. В нескольких километрах от места происшествия на уютной опушке стоял крепкий деревянный дом. Здесь жил Джон, человек, который променял городскую суету на тишину хвойных лесов. Его единственным и самым верным спутником был Рекс. Рекс не мог похвастаться внушительными размерами или родословной чемпионов. Это был небольшой пес с рыжими подпалинами и невероятно выразительными глазами. Но то, чего ему не хватало в росте, он с лихвой компенсировал храбростью и острым чутьем. Джон часто шутил, что в груди Рекса бьется сердце льва, случайно оказавшееся в теле терьера. В то утро Рекс вел себя странно. Он замер у края террасы, навострив уши. Ветер донес до него запах страха и боли. Тяжелый, животный запах, который не сулил ничего хорошего. Рекс коротко гавкнул, прислушался к эху и вдруг сорвался с места. Он знал, где искать. Инстинкты вели его сквозь густые заросли папоротника, мимо поваленных деревьев, прямо к тем самым скалам. Когда он добежал до обрыва и заглянул вниз, его маленькое тело задрожало. Там, внизу, боролся за жизнь лесной великан. Медведь в очередной раз попытался подняться, но бессильно сполз назад, оставив на камнях следы крови. Рекс понял. Времени нет. Он не мог помочь сам, но он знал того, кто мог. Пес развернулся и со всех ног помчался обратно к дому. Джон колол дрова на заднем дворе, когда тишину леса прорезал яростный, требовательный лай. Рекс вылетел из чащи, весь в репейнике, тяжело дыша. Он подбежал к хозяину, схватил его за штанину и потянул в сторону леса. «Рекс! Парень, ты чего?» Джон отложил топор, вытирая пот со лба. «Белку нашел?» Но пес не унимался. Он отбегал на несколько метров, возвращался, скулил и снова лаял, глядя Джону прямо в глаза.
В этом взгляде было столько мольбы и тревоги, что мужчина сразу понял — это не игра. «Хорошо, веди, показывай, что там у тебя». Джон быстро накинул куртку, взял крепкую палку и последовал за собакой. Путь был нелегким. Им приходилось продираться сквозь колючие кусты и обходить заболоченные низины. Рекс постоянно оборачивался, проверяя, не отстал ли хозяин. Минуты казались часами. Наконец, они вышли к скалистому гребню. Когда Джон заглянул за край обрыва, у него перехватило дыхание. Он ожидал увидеть попавшего в селки оленя или застрявшую лису, но никак не огромного медведя. Зверь внизу выглядел изможденным. Его бока тяжело вздымались, а глаза, встретившись со взглядом человека, выражали не агрессию, а глубокую, почти человеческую тоску. Джон почувствовал холод в животе. Как помочь существу такого масштаба? Спуститься вниз — самоубийство. Пытаться вытащить его за веревку в одиночку — бессмысленно. Но оставить его здесь, умирать, Джон не мог. «Спокойно, парень», — прошептал он, обращаясь то ли к Рексу, то ли к медведю. «Мы тебя не бросим». Он достал мобильный телефон. Сигнал в этих горах был слабым, плавающим. Джон поднял руку вверх, ловя заветную полоску сети. «Есть!» Он набрал номер экстренной службы спасения лесного департамента. «Алло!» — говорит Джон Уолтерс. «У меня чрезвычайная ситуация в секторе 3 скалы. Взрослый медведь сорвался в расщелину, он ранен и не может выбраться. Да, я на месте. Пожалуйста, поспешите». Голос диспетчера на том конце был четким и профессиональным. Джону велели оставаться на месте и не приближаться к краю, чтобы не провоцировать зверя. Ожидание стало настоящим испытанием. Рекс уселся у края обрыва, тихонько поскуливая. Медведь внизу затих, словно понял, что его судьба теперь решается наверху. Чтобы поддержать зверя, Джон начал негромко говорить с ним, стараясь сохранять спокойный, размеренный тон. Животные хорошо чувствуют интонации, и Бурый, кажется, немного успокоился. Через 40 минут тишину леса нарушил шум моторов. К месту прибыли 2 внедорожника и грузовик со специальным оборудованием. Команда состояла из опытных рейнджеров и ветеринара. «Отличная работа, Джон», — сказал старший рейнджер, оценивая ситуацию. «И тебе спасибо, маленький герой». Он потрепал Рекса по загривку. Действовать нужно было быстро. Ветеринар подготовил духовое ружье с транквилизатором. Нам нужно, чтобы он уснул. В таком стрессе он может травмировать и себя, и нас во время подъема. Раздался негромкий хлопок. Медведь дернулся, когда дротик коснулся его плеча, но через несколько минут его веки отяжелели, и он погрузился в глубокий сон. Теперь началась самая сложная часть. Спасатели закрепили на деревьях мощные лебедки и спустили вниз специальные носилки-сетку из сверхпрочных капроновых нитей. 2 рейнджеров спустились на тросах, чтобы закрепить медведя. Это была ювелирная работа — обвязать многотонную тушу так, чтобы не пережать сосуды и не повредить раненую лапу. «Поднимай!» — скомандовал старший. Лебедки натужно завыли. Сетки натянулись, как струны. Медленно, сантиметр за сантиметром, Бурый начал подниматься из своего каменного плена. Джон и Рекс завороженно наблюдали за процессом. Когда медведь, наконец, оказался на ровной поверхности, все присутствующие невольно выдохнули. Ветеринар немедленно приступил к осмотру. Повезло. Открытых переломов нет.
только сильные ушибы и глубокие ссадины. Мы обработаем раны и введем антибиотик пролонгированного действия. Ему нужно пару недель покоя, и он будет как новенький. Медведя погрузили в специальный прицеп для транспортировки в реабилитационный центр, где за ним могли бы наблюдать специалисты перед тем, как выпустить обратно в дикую природу. Перед тем, как машины уехали, Джон подошел к прицепу. Спящий зверь выглядел теперь не грозным хищником, а уязвимым существом, нуждающимся в защите. Рекс подбежал и осторожно понюхал край сетки, вильнув хвостом, мол, живи, брат, все будет хорошо. «Вы молодцы», — сказал рейнджер Джону на прощание. «Если бы не ваш пес, медведь бы погиб от истощения через пару дней. У него действительно удивительное чутье». Прошло несколько месяцев. Лес оделся в золото и багрянец осени. Джон и Рекс, как обычно, вышли на прогулку по своему любимому маршруту. Подойдя к тем самым скалам, Джон заметил на мягкой земле свежие следы. Огромные отпечатки когтей вели в сторону малинника. На коре одной из елей была видна свежая метка. Глубокие задиры на высоте 2 метров. Бурый вернулся. Он был дома, в своем лесу, здоровый и свободный. Джон присел на поваленное дерево и притянул к себе Рекса. Пес довольно зажмурился. В тот день они оба поняли нечто важное. В этом огромном мире нет своих и чужих бед. Настоящая сила заключается не в клыках и когтях, и даже не в технике спасателей, а в простом сострадании, которое побуждает маленькую собаку звать на помощь, а человека не оставаться равнодушным. Их встреча в глухом лесу навсегда изменила их жизни. Теперь, глядя на заходящее солнце, Джон знал, пока в сердцах живет доброта, у этого мира есть надежда. Дорогие друзья, если вам понравилась эта история о дружбе и спасении, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые рассказы, которые выходят у нас каждый день. Ваша поддержка помогает нам творить дальше.